Приветствую всех мастеров, любителей вязания. Сегодня хочу показать, как можно связать вот такую сумочку или авоську крючком. Вяжется она очень просто. На самом деле очень много других мастеров, которые делятся подобными мастер-классами. Но, тем не менее, были просьбы, поэтому я сняла отдельное видео о том, как я вяжу такую сумку. Преимущество ее в том, что у нее хорошие плотные крепкие ручки. У нее структура, которая также растягивается, как у классической сетчатой авоськи, но не так сильно и лучше держит форму. Можно комбинировать самые разные узоры, используя схему зигзага. То есть вот у меня, видите, есть вставки из окошек через один ряд. Можно полностью сделать ее сетчатую, можно сделать сетчатую часть из окошек посередине, а только дно и верхнюю часть укрепить сплошными рядами. На ваше усмотрение. Можно вязать эту сумку из самых разных материалов. У меня это мягкий хлопок от Camtex. Можно брать и синтетическую нить, и трикотажную пряжу. Можно даже связать ее из рафии. Также она будет интересно смотреться. Итак, для вязания я использую пряжу мягкий хлопок от Camtex. При весе 100 грамм, там 220 метров, по составу на 70% хлопок, на 30 нейлон. И крючок номер 3. Для начала вязания мы из кольца амигуруми вывязываем для подъема первые 3 воздушные петли. Смотрите по схеме, я в углу экрана прикрепила ее, чтобы было удобнее ориентироваться. Также эту схемку можно будет скачать по ссылке в описании под видео. Смотрите, я всю инструкцию выложила на отдельной страничке. Набираем 11 столбиков с накидом и разделяем их на 4 равных промежутка 2 воздушными петлями. То есть мы вяжем 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. Потом 3 столбика с накидом, еще 2 воздушные петли, еще 3 столбика с накидом. И так у нас получится такой цветочек. По мере того, как круг будет замыкаться, нужно подтягивать за хвостик, чтобы кольцо стянуть в центре. Тогда получится замкнутый ровный круг. Замыкаем его соединительным столбиком. И также для подъема используем 3 воздушные петли при переходе в следующий ряд. Итак, смотрите, далее вот со второго ряда, как будем вязать дно у авоськи. Мы вяжем его по кругу. Для подъема используем также 3 воздушные петли. И получается, что вот у нас есть 4 элемента, разделенные 2 воздушными петлями, окошками. Вот каждым из этих 4 элементов первый и последний столбик нужно удваивать, а остальные все столбики также провязываем по одному столбику с накидом. То есть у нас удвоение в начале и в конце каждой секции. 2 воздушные петли также оставляем для разделения этих секций. Смотрите по схеме, все это видно. Замыкаем кольцо мы также соединительным столбиком.
Вот смотрите, какой у нас получается кружочек. Он немного закручивается, его можно вот так расправлять пальцами, и он приобретает плоский вид. Дальше вяжем дно по такому же точно принципу. Всего должно получиться 11 рядов, чтобы авоська вышла такого размера, как у меня. Вот смотрите, у меня уже готово дно, здесь 11 рядов. И в процессе вязания немного нить закручивается, но я просто руками вот так вот ее растягиваю, расправляю до плоской формы. Далее мы переходим к вывязыванию боковых частей авоськи. Для этого нам потребуется также 3 воздушные петли подъема. Смотрите, я в углу видео прикреплю часть схемы, на которой обозначено синими рядами, как вывязывается авоська. Вот смотрите, первые 2 синих ряда как раз нам показывают, что мы будем делать. Там, где у нас были прибавки по краям треугольников, мы эти прибавки также и делаем. Дальше провязываем 8 столбиков без прибавок. 8 столбиков с накидом, вот они. И после этого провязываем 2 столбика с одной общей верхушкой, то есть 2 столбика вместе. Затем набираем 2 воздушные петли и еще раз провязываем 2 столбика с накидом вместе с одной общей верхушкой. Далее вяжем 8 столбиков с накидом без изменений, и в конце этой секции треугольника делаем также прибавку одну. Вот смотрите, покажу вам полностью, как провязывать. Получается, боковая стенка поднимается вверх относительно дна за счет того, что теперь количество столбиков не прибавляется и не убавляется, потому что есть как прибавки, так и убавки. Убавки мы делаем ровно посередине треугольника, разделив его на 2 равные части. Точно так же нам нужно повторить по всем 4 сторонам дна нашей авоськи. Таких рядов на сумке у меня будет 5. Можно всю сумочку связать сплошными рядами, но я покажу, как я вывязываю декор в виде рядов с окошками. Итак, вот смотрите, у меня провязан пока только один ряд полностью. Как это выглядит в целом? Получается, что боковые стенки уже стремятся вверх, и на каждой из 4 сторон квадратного нашего основания появляется еще одно разделение дырочками. Вот где у нас прибавки делаются. Там получаются высокие углы зигзага. Там, где делаются убавки, там будут низкие углы зигзага. Вот так и будем формировать наш зигзаг. Такими рядами сплошными у меня будет провязываться 5 рядов. Можно, как я уже говорила, и всю сумочку так провязать, но я хочу показать, как можно декорировать окошками.
Итак, смотрите, вот у меня уже провязано 5 рядов с окошками, которые разделяют сумку и уже сформировали зигзаг. Стенки, видите, уже поднялись над дном, потому что теперь у нас количество столбиков не меняется, и поэтому боковые стенки сумочки пошли вверх. Теперь смотрите, в принципе, можно эту сумку вязать и дальше плотным узором, да, если вы хотите поплотнее. Можно дальше полностью вязать ее сеточкой. У меня будет декор из полосок, чередование, то есть сеточка с сплошными полосками из столбиков. Я прикрепила в уголке часть схемы, на которой отражены чередование этих рядов. Это вот видите последние два ряда в схеме синим цветом. Смотрите, как вот на сплошных гранях получаются эти окошки. То есть получается по 3 окошка на каждой грани зигзага. Там, где у нас были прибавки, там же мы их оставляем. Там, где были убавки, также точно эти убавки остаются. Ничего не меняется. Следуем четко схеме, то есть 2 воздушные петельки идут над столбиками, потом идет столбик в столбик, и снова 2 воздушные петли над 2 столбиками. То есть там, где окошки, мы ничего не убавляем и не прибавляем. Вот смотрите, как выглядит, когда я уже надвязала сверху ряд, где идут сплошные столбики с накидом. И опять же здесь убавки, прибавки на тех местах, где они были, они все сохраняются для того, чтобы соблюсти зигзаг. Смотрите, тут такой момент, и я провязываю столбики с накидом в окошке прямо в петлю, а не провожу нить свободно, чтобы в дальнейшем у авоськи была более четкая форма, потому что когда столбики идут в петлю, смотрите, как они четко смотрятся. Итак, здесь вот смотрите, у меня уже связано 5 элементов с окошками и еще 3 ряда сплошной вязки сверху. Вот мне этого для глубины сумочки достаточно, я буду переходить к вывязыванию ручек. Для того, чтобы определить места прикрепления ручек, нужно сложить сумку плоско. Смотрите, верхушки верхние зигзага вместе и нижние вместе. Ручка будет выходить из одной верхней верхушки и прикрепляться к противоположной. Чтобы начать вязать ручку, я вот соединительными столбиками перемещаюсь немножко в бок. Ручка будет занимать место над окошком и чуть-чуть вправо и чуть-чуть влево захватывать. У меня это будет 7 столбиков без накида. Всю ручку буду вязать столбиками без накида. Первый ряд мы провязываем 7 столбиков. Сначала в те переходные петли, которыми мы перемещались, 2 петли будут, 3 столбика без накида в окошко и еще 2 столбика с другой стороны от окошка. Одну воздушную петлю для подъема и дальше вяжем 7 столбиков, одну воздушную петлю подъема беспрерывно. У меня будет порядка 50 рядов. Вот смотрите, вот здесь уже 50 рядов связано. Если сложить эту ручку, как она будет примерно выглядеть, и замерить, то у меня это будет вот в таком расслабленном виде порядка 15 сантиметров. Если чуть-чуть ее растянуть, то около 17-18 примерно сантиметров. Но в процессе носки под тяжестью эти ручки еще больше растянутся, поэтому вот в пропорциях для моей сумки этого достаточно. Кто любит ручки длиннее, конечно же, нужно вязать больше. Дальше нужно приложить эту ручку к противоположной вершине зигзага таким образом, чтобы вязать с изнаночной, с внутренней стороны. То есть мы будем соединительными столбиками привязывать этот край ручки к верхушке зигзага с противоположной стороны. Как это делается? Вставляем крючок в петельку. Вот смотрите, прикладываем, да, так, чтобы симметрично смотрелось, на 2 столбика сбоку от окошка.
Протягиваем крючок под петлю из ручки и под петлю из сумки. Вытягиваем петельку посвободнее. И потом ее же, эту же петлю, протягиваем через ту, которая была на крючке. Лучше свободнее, не надо стягивать и затягивать. Также вяжем и дальше. Петельки не пропускаем. То есть у нас получается ряд из соединительных столбиков, который будет фиксировать ручку на противоположной верхушке зигзага сумки. Вот смотрите, как получается этот ряд из галочек. Теперь мы ручку отворачиваем и вот так вот немножко вверх нужно ее отдернуть. С лицевой стороны совершенно гладкий переход получается, с изнаночной ряд становится практически плоским, когда ручка отдергивается вверх. Ну и остается хвостик только обрезать и спрятать. И абсолютно симметрично связать вторую ручку с таким же количеством столбиков. Вот смотрите, как у меня получилась сумка. Ручки готовы. Она очень хорошо держит форму благодаря тому, что зигзаг дает довольно плотную вязку. Вот таким образом она складывается по линиям из окошек. Очень удобно. Можно еще больше сложить, если вам хочется более узкую форму. Сумка крепкая, примерно 30 сантиметров в ширину, в глубину 30-35 сантиметров, растягивается до 40-45. А ручки растягиваются примерно до 20 сантиметров. Спасибо всем большое за внимание. Буду рада делиться с вами новыми мастер-классами. Пожалуйста, пишите мне в комментариях, что вам понравилось, что хотите еще увидеть на моем канале. Я открыта новым идеям и буду рада предложениям. Еще раз большое спасибо. Благодарю всех за внимание.